15 августа на официальном канале Roblox вышло интервью с основателем и генеральным директором Roblox Дэвида Базуки. Сегодня мы разберем видео и узнаем, что Дэвид Базуки сказал насчет безопасности платформы. Директор по безопасности на платформе Мэтт Кауфман и старшим директором по продуктовой политике Элиза Джейкобс беседуют с Дэвидом Базуки, чтобы обсудить, как Roblox продвигает свою приверженность безопасности, вежливости и свободе на платформе. В ходе беседы обсуждаются следующие вопросы. Наши последние публикации по безопасности и как они помогают нам защитить сообщество. Обновление нашего подхода к самосуду. Предварительный обзор будущих функций и политик безопасности, находящих в разработке. Вступление. Дэвид Базуки. Добро пожаловать. Меня зовут Дэвид Базуки. Я основатель и генеральный директор Roblox. Вы слушаете Tech Talks, где мы обсуждаем все, что происходит в Roblox. Сегодня у нас краткий обзор, свежие новости о релизе, оценке возраста лица, доверенных соединениях и многом другом. Мы собираемся рассказать о некоторых новых функциях, которые мы выпускаем. Почему мы переименовали друзей в Connections? Дэвид Базуки. Мы сделали кое-что, возможное, спорное, потому что мы думаем о будущем. Функция, которая была в самой первой версии Roblox почти 20 лет назад, называлась «Друзья». Мы переименовали ее в Connections. Чувствительные темы. Элиза Джейкобс. Этот запуск был призван дать родителям больше информации и выбора в отношении того, чем интересуются наши юные пользователи на платформе. И что мы знаем о нашем сообществе, так это то, что у нас есть глобальное сообщество создателей пользовательского контента, которое, как вы сказали, просто невероятно креативны. Это означает, что в отношении сверхчувствительных тем у семей может быть совершенно разное мнение, или они могут захотеть обсудить их с детьми очень деликатно, поэтому мы предоставляем родителям выбор, либо предоставить доступ к играм, которые в первую очередь посвящены этим темам, либо нет. Мстители. Мэтт Кауфман. Хочу начать с того, что как внутри Roblox, так и за его пределами есть множество людей, которые искренне желают добра и заботятся о благополучии нашего сообщества. Мы все хотим, чтобы Roblox был в безопасности, и для нас безопасность детей, в частности, превыше всего, и у нас есть члены сообщества, входящие в эти группы мстителей, которые начинали с очень хорошей позиции. Начиная с 21 минутой, 11 секундой, Дэвиду Базуки начинают задавать вопросы. Вопрос первый. Почему мы не отреагировали быстрее на действия мстителей? Мэтт Кауфман. У нас есть системы для отслеживания всей этой активности. И мы увидели некоторые проявления этого мстителя и решили не торопиться с этим, чтобы разобраться в происходящем. Прежде чем действовать, мы также тщательно продумывали наши правила и тщательно продумывали, чтобы убедиться, что мы собрали доказательства нарушений внутри компании, и чтобы мы действительно понимали, что происходит, прежде чем действовать. Вопрос второй. Достаточно ли мы делаем как платформа? Элиза Джейкобс. Я думаю, что мы всегда можем сделать больше, и мы продолжим развивать наши политики и продукты, чтобы реагировать на новые векторы угроз и новые формы насилия. Сейчас мы работаем над обновлением политики в отношении игр, в которых есть интимные пространства, такие как спальни и ванные комнаты. И вы скоро увидите от нас обновление по этому вопросу. Мы также работаем над созданием Совета по общественной безопасности. Открываем исходный код для наших технологий безопасности. Мэтт Кауфман. Мы считаем, что это возможность для Roblox реально помочь всей индустрии, а не только тому, что происходит в Roblox. Мы занимаем гораздо более активную позицию в отношении открытия исходного кода ключевых технологий, которые есть на нашей платформе. В прошлом году мы открыли исходный код нашей модели голосовой модерации, а совсем недавно мы открыли исходный код новой модели, которая помогает выявлять груминг и другие виды вреда, развивающиеся в течение длительного периода времени. Вопрос третий. Что насчет этих конкретных игр? Элиза Джейкобс.
Одна из самых сложных вещей на этой глобальной, захватывающей, интерактивной платформе заключается в том, что у нас есть контент, создаваемый разработчиками и создателями, а также контент, создаваемый пользователями в этой игре. И мы действительно стараемся быть справедливыми к нашим разработчикам и не модерировать их за поведение пользователей, верно? Это кажется совершенно несправедливым. Мы блокируем игру, потому что пользователи вели себя в ней плохо. При этом мы инвестируем в то, что мы называем обнаружением плохих сцен, чтобы мы могли модерировать эти серверы в тот момент и отключать их, если пользователи ведут себя плохо. Как сообщить о нарушении? Элиза Джейкобс. Пользователи могут сообщать о любых нарушениях, которые они видят. Они могут сообщать об именах пользователей, об играх, о чем угодно. Самое главное – предоставить как можно больше информации в отчете, чтобы наши команды могли провести расследование. Это действительно важно, не так ли? Потому что, опять же, мы хотим быть честными по отношению к нашему сообществу и убедиться, что мы наблюдаем неподобающее поведение и имеем доказательства. Тогда мы сможем сообщить пользователям, когда они нарушили правила, и всегда сможем подать апелляцию. Так что если мы ошиблись, они могут подать апелляцию. И мы, опять же, можем рассмотреть эти доказательства. Безопасность голосового общения и вежливость с открытым исходным кодом. Мэтт Кауфман. Мы видели в интернете, что многие люди приходят в Roblox, не зная правил. И для большинства людей достаточно лишь небольшого подталкивания, чтобы скорректировать курс и направить их на более вежливый путь. Нам нужно было найти способ делать это в режиме реального времени. Мы создали модель, которая напрямую анализирует голосовое общение, то, что говорят люди, и позволяет оценить, соответствует ли это нашим правилам. И мы были так воодушевлены результатами этой модели, что открыли ее исходный код. Открытый исходный код Roblox Sentinel. Мэтт Кауфман. Roblox Sentinel – это модель, исходный код которой мы открыли несколько недель назад. Эта модель предназначена для поиска долгосрочных моделей поведения, которые приводят к нарушениям наших политик. Самые обычные разговоры, например, «Привет, как твой день? Хочешь поиграть в эту игру?», со временем могут перерасти во что-то гораздо более серьезное. Это может привести к переходу пользователя на другую платформу. И такие вещи сложно обнаружить в данный момент. Это был краткий пересказ интервью Дэвида Базуки с Мэттом Кауфманом и Элизой Джейкобс. Полное оригинальное видео будет в описании. Но я с вами прощаюсь. Всем пока!